друзья, с вами Юрий Притиск. В моих руках Marumi Creation CPL ND64VR. Гибридный вращающийся фильтр, помогающий снижать светосилу на 6 ступеней для применения длинных выдержек и в то же время позволяющий устранять отражение с поверхности воды, стекла, пластика, с любых неметаллических поверхностей. Такой фильтр пригодится на пленере и при съемке пейзажа, особенно если хочется показать воду прозрачной или устранить часть отражений и тем самым выделить объекты под водой, а вдобавок к поляризации получить еще и более длинную выдержку, чтобы показать подвижные объекты в кадре художественными, размытыми и хорошо передающими подвижность. Наглядный практический пример: 3 технических кадра. Мы видим кадр с короткой выдержкой 1/20. Мы видим воду, которая рябит, достаточно резкие льдинки и в общем-то видно немного детали дна, но не сильно. Видна рябь воды. Фильтр позволил удлинить выдержку до 5 секунд. Освещение немного менялось, и в общем-то за это время налетали какие-то облака, и поэтому небольшой разброс по цвету есть, но незначительный. И в общем-то мы видим, что при 5-секундной выдержке получился кадр с достаточно красивой водой. Длинная выдержка позволила художественно показать льдинки, которые идут такими интересными траекториями и оживляют картину, а также ушла рябь, которая была в исходном кадре на воде. И мы видим детали дна, как солнце освещает дно, то есть с помощью поляризатора удалось убрать отражение. А второй кадр, который посередине, в нем поляризатор повернут на другой угол, и получилось больше внимания уделить самой воде, самим льдинкам. Дно уже так не доминирует, нет никакой ряби, и это снималось прямо днем с довольно ярким освещением. Фильтр позволил добиться вот такого художественного эффекта. То есть вот эти льдинки, которые были достаточно четкими, они плыли по воде и образовали разные траектории. Ну а сама вода вдали и другие льдинки, которые там плыли, образовали вот такие интересные следы, как мы видим, в том числе вот такие трассы, и они передают движение наилучшим образом. Гораздо интереснее кадр смотрится, пусть он и технический, но он интереснее смотрится, чем обыкновенный кадр с водой, который мы привыкли видеть в реальности. Такой светофильтр пригодится для съемки видео и для фотографирования в условиях интенсивного освещения. Фильтр устранит избыток света и поможет работать с открытой диафрагмой, а значит и с малой глубиной резкости. Применением фильтра повышается насыщенность и контраст цвета, особенно если в сцене голубое небо контрастирует с белыми облаками или золотистой листвой. По цвету на тестовой мишени присутствует незначительный сдвиг в прохладный оттенок.
На тестах фильтр не увеличил хроматические аберрации, детализация осталась высокой и не ухудшилась. Полезные свойства и практичный подход 2 в одном. ND-фильтр и циркулярный поляризатор. Если использовать два отдельных фильтра, то оправа заметно утолщается и может виньетировать на широкоугольном объективе. А данный фильтр произведен в тонкой оправе, и она не виньетирует даже на сверхширокоугольной оптике с фокусным расстоянием 17 мм на полнокадровой камере. Данный фильтр имеет посадочную резьбу 77 мм, а также такие светофильтры выпускаются в размерах 67 и 82 мм. Этот светофильтр ослабляет светосилу на 6 ступеней экспозиции, что обозначено как ND64, а также выпускаются фильтры плотностью ND32 и ND16, 5 и 4 ступени соответственно. Подвижная алюминиевая оправа с отличным чернением передвигается плавно и с небольшим усилием. Есть внешняя резьба, которая позволяет без проблем крепить другие светофильтры и аксессуары. Олеофобное покрытие отводит воду, а также позволяет с легкостью убирать пыль и жирные пятна. Практически не оставляет следов. Фильтр произведен в Японии, и это весомо, это как ГОСТ, гарантия качества. А также приятно видеть, что Marumi постоянно расширяет ассортимент и, как всегда, производит качественные и надежные продукты. Надеюсь, что вам полезен этот обзор. Фотографируйте с удовольствием.